Эта дикая рысь каждый день приходила к одному и тому же люку и наотрез отказывалась уходить. Местные жители вызвали спасателей, но когда те, наконец, сдвинули металлическую решетку и посветили фонарем вниз, то, что оказалось внутри, заставило всю бригаду замереть от шока. Эта история произошла 5 мая 2024 года в городе Зея Амурской области, который окружен со всех сторон глухой дальневосточной тайгой. На окраине этого города, рядом с лесом, местные замечали молодую рысь. Она почти никогда не подходила близко к домам, и тем более к людям. Всегда держалась возле дороги, где были огромные заросли. Однажды жители стали замечать очень странную картину, да такую, в которую просто невозможно было поверить. Хищница подходила к одному и тому же месту, садилась возле ливневой канализации и долго, беспрерывно смотрела вниз. Местные думали, что она выслеживает добычу, которая каким-то образом свалилась в колодец, либо же просто выбрала странное место для отдыха. Однако животное не уходило оттуда часами, обходило люк кругами, вновь возвращалось и смотрело вниз. Так продолжалось несколько дней, пока однажды местный житель по имени Василий, проезжая на автобусе, не заметил через окно ту же самую рысь на том же месте. Его сильно удивило, что животное не испугалось шума мотора, проезжавшего рядом транспорта. Она продолжала смотреть вниз, несмотря ни на что. Любопытство взяло верх над Василием. Он вышел на остановке и решил пройтись, посмотреть, в чем же дело. Направляясь к этому месту, мужчина не улавливал никаких звуков, но вдруг, подойдя ближе, услышал странный писк изнутри канализации и понял, что внизу кто-то есть. Он позвонил в МЧС и остался ждать неподалеку. Удивительно то, что рысь, дикое животное, не проявляла к человеку никакой агрессии. Спустя пару часов приехали спасатели. Отогнав рысь, чтобы она им не навредила, они осмотрели решетку, сняли тяжелую крышку и осветили колодец мощным фонарем. Один из них крикнул: «О боже, как ты сюда попал, маленький мой!» Внизу сидел крошечный рысенок. Вероятно, малыш случайно провалился через поврежденную решетку, а мать несколько дней безуспешно пыталась ему помочь. Один из спасателей осторожно спустился вниз на страховочном тросе. Испуганный рысенок был слабым, еле живым, но все же смог зашипеть, словно обороняясь и не понимая, что ему помогают. Мужчина аккуратно взял детеныша и дал команду наверх. «Тяните, он у меня в руках!» Вытянув спасателя на поверхность и положив рысенка подальше от люка, сотрудники МЧС мельком осмотрели его и не выявили никаких проблем со здоровьем. Сломанных костей обнаружено не было. Просто малыш сильно напугался и хотел кушать. Люди отошли, а мать тут же прибежала к детенышу. Она осторожно обнюхала его, несколько раз коснулась мордочкой и тихо замурлыкала. Было видно, что все это время она не покидала это место только потому, что не могла оставить малыша одного, говорит Василий, который наблюдал за всем со стороны. Рысь и рысенок еще немного посмотрели в сторону Василия и спасателей, словно благодаря их за помощь, и скрылись в лесу. Вот такая удивительная история. Если она вам понравилась, подпишитесь и пишите комментарии. Мне очень приятно читать ваше мнение. До скорой встречи!